Всем привет! К сожалению, многие мои ролики годичной давности и больше YouTube уже не рекомендует зрителям, и добраться до них можно только покопавшись в плейлистах на канале. Но там пропадает очень много интересных идей, и мне бы не хотелось, чтобы они забывались. Поэтому я решила собрать все самые, на мой взгляд, лучшие, старые, но всегда актуальные и полезные идеи для организации дома в одном большом новом видео. Поехали! Если вы хотите повесить на крючок органайзер, у которого не за что зацепиться, то воспользуйтесь для этого канцелярскими зажимами. Из них можно сделать петли для подвешивания. Если книги у вас хранятся в 2 ряда, то чтобы не забывать и не искать те, что находятся сзади, поставьте дальний ряд на ступеньку из тех книг, которые практически не нужны, или соорудите ее из подручных средств. То же самое можно сделать и на кухне, чтобы легче было доставать предметы из заднего ряда, не вытаскивая все, что находится впереди. Подпишите все свои автоматические выключатели, ключи от хозяйственных помещений, которые редко используются, провода. И когда они неожиданно понадобятся, вам не придется это все перебирать по очереди и искать нужное методом тыка. Если вы храните инструкции от приборов в бумажном виде, вырывайте оттуда только страницы на вашем языке. Так они будут занимать во много раз меньше места. На все инструкции хватит одного файла или конверта. По такому же принципу, освободив от лишнего, можно уменьшить в объеме детские пазлы, конструкторы и игры. Просто переложите их из громоздких коробок в пакеты с зип-застежкой, включая инструкции и картинки пазлов. Кроме того, что они станут занимать намного меньше места, они еще не будут рассыпаться. Для того, чтобы спагетти не выпадали из начатой упаковки, разрезайте ее не привычным способом на верхушке, а вдоль пакета. Так его можно будет потом легко завернуть и при необходимости еще и перевязать канцелярской резинкой. Когда будете разбирать елку, намотайте новогодние гирлянды на что угодно, на дощечку, на картонку, на втулку от фольги, и в следующий раз, наряжая елку, вам не придется распутывать клубки запутавшихся проводов. А вот так легко вы сможете достать совершенно не запутанные бусы для елки, если упакуете их в обычные пластиковые бутылки. Если у вас слишком глубокие выдвижные ящики и наверху пропадает пространство, то можно добавить внутрь дополнительную полку, на которой поместится еще парочка плоских предметов. А в рабочем столе полупустые глубокие ящики заполняются таким образом. Контейнеры для канцелярии приклеиваем двусторонним скотчем на дощечку. В данном варианте это лист ДВП. И ставим ее поверх остальных. Или покупаем 2 одинаковых органайзера для кухонной утвари и ставим их друг на друга валетом. В нижний кладем редко используемые запасные расходные материалы. Если вам некуда деть тазик в ванной комнате, храните его в подвешенном виде. Это можно сделать с помощью крючков, колец для шторки и специальных держателей для тазов на самоклеящейся основе. А чтобы компактно хранить несколько ведер, купите одинаковые. Тогда вы сможете вкладывать их друг в друга. Например, мусорное ведро можно вставлять в ведро для мытья пола. Если вы подписываете сроки на продуктах, лекарствах и документах, то не переписывайте дату изготовления или подписания договора, а высчитайте сразу дату окончания. Так вам не придется считать каждый раз, когда вы засомневаетесь в сроках,
Вы точно не пропустите дату, не будете хранить просрочку, а все договоры и страховки будут вовремя продлены. Чтобы не растерять пипетки, инструкции и шприцы-дозаторы от лекарств, привяжите их к флакону с помощью канцелярской резинки. Подставки для бумаг можно использовать не только по прямому назначению, но и, например, для хранения тапочек, чтобы они не валялись как попало, или как разделитель в шкафу. Также для этих целей подойдут и горизонтальные лотки. Чтобы коврик в ванной или прихожей не скользил туда-сюда, поможет лента крюк-петля. Такая же, как для одежды и обуви, только она еще на клеящейся основе. На коврик ее можно пришить, а к плитке приклеить. Для того, чтобы соорудить подвесную корзину любого размера из подручных средств, привяжите коробку к полке с помощью веревки. Для легких вещей подойдет двусторонняя самоклеющаяся лента. Объемные вещи можно закрепить с помощью резинки. А крышки от кастрюль и сковородок с помощью плотной веревки под полкой либо вдоль стеночки. А еще крышки от кастрюль удобно хранить в бутылочнице. Если вам катастрофически не хватает места для всех вещей, рассмотрите вариант хранения под мебелью. Туда можно отправить некоторые несезонные вещи. А если доступ под мебель свободный, не закрытый цоколем, то даже приспособление для уборки. Для того, чтобы хранить одежду на штанге в шкафу в 2 этажа, можно сделать удлинитель из цепочек или колец для шторки в ванную. Чтобы избежать второго ряда на глубоких полках, из которого неудобно доставать вещи, храните обувь не парами рядом, как обычно, а друг за другом. Так каждая пара будет на виду. То же самое и с одинаковыми чашками и стаканами. Если поставить их не в разнобой, а каждый вид друг за другом, то любой стакан, бокал или чашка будут на виду в легком доступе. Если у вас в прихожей повседневная обувь валяется у входа как попало, поставьте там в качестве перевалочного пункта корзинку, чтобы можно было в нее легко скинуть обувь по приходу. В ней она более аккуратно и более компактно будет собрана в одном месте. Протереть пол будет намного удобнее, нужно просто приподнять корзинку. И еще очень удобно прямо в ней помыть, отнести обувь в ванную или поближе к батарее, не заляпав по дороге пол. Украшения очень удобно хранить в губке. Они в ней сидят крепко, не выпадают и не перемешиваются. На ее основе можно сделать полноценный органайзер. Если накрыть корзиной крупные предметы, то на ее дно можно будет еще что-то поставить. Только сверху должно остаться немного свободного места, чтобы приподнять конструкцию и достать вещи, которые под ней. Также, чтобы использовать всю высоту полки, можно ставить корзины друг на друга. Для этого надо сделать перекладины в нижней корзинке на нужном уровне. Или еще удобнее получится, если приклеить к дну верхней корзины дощечку. А если связать такие корзины между собой, то можно их использовать на глубоких полках, чтобы без труда добраться до вещей из глубины.
Чтобы не царапать полку, на дно корзины клеим войлочные мебельные подкладки. Для того, чтобы завакуумировать продукты или что-нибудь еще, без специального вакууматора понадобятся пакеты на зип-застежки. А дальше есть несколько способов. Первый – это вытянуть воздух с помощью коктейльной трубочки. Второй – опустить пакет с содержимым в воду, чтобы воздух вышел сам. Или просто выдавить его через небольшое отверстие. Для того, чтобы маленький ребенок не терял сменную обувь, спортивный костюм или форму, прицепите к сумке брелок с полем для надписей. Такие продают в канцтоварах. На нем пишем фамилию и класс. Он яркий, заметный, и тот, кто найдет эту сумку, сразу увидит, куда ее вернуть. Для того, чтобы проводить утро без стресса и не опаздывать, приготовьте своим детям 5 разноцветных, подписанных или пронумерованных вешалок на каждый день недели, на которых вы или они сами заранее соберут комплекты одежды. И тогда по утрам даже самые маленькие детки самостоятельно смогут одеться, не вывалив все содержимое шкафа наружу. И, кстати, некоторым взрослым, которые по утрам долго копаются, такой способ тоже может пригодиться. Формы для выпечки и противни, которые редко используются, но все равно нужны, храните с пользой. Их можно использовать в качестве емкостей и поддонов для хранения других предметов. Особенно на глубоких полках, чтобы без проблем можно было доставать вещи из глубины. Если у вас вещи хранятся в коробках из-под обуви, то для лучшего обзора и доступа обрежьте один край. Или сделайте окошко с одной стороны. Для того, чтобы удобно и компактно хранить комплекты постельного белья, складывайте все вместе одним свертком. Либо все в наволочку, либо в пододеяльник. Такие конверты удобно хранить и в стопках, и вертикально, чтобы, вытаскивая комплект, не рыться долго и не переворачивать все содержимое полки. Мягкие бесформенные простыни на резинке можно сложить вот в такой компактный и аккуратный рулон. Для этого складываем ее пополам резинкой наружу и заворачиваем края. Сначала один, потом второй. Сзади должен образоваться карман. Сворачиваем простыню в рулон и выворачиваем кармашек. Теперь она не развернется. Надеюсь, эта подборка была для вас полезна, но это еще далеко не все. Для того, чтобы найти больше советов по организации дома, переходите на канал «Живи легко» и заходите в раздел «Плейлисты». Там вас ждет очень много интересных идей. До встречи!